Здравствуйте, дорогие друзья! С вами я, Сергей Чернов, проект Slav Yoga. Сегодня я поделюсь с вами одним очень интересным клиническим случаем. Обязательно досмотрите видео до конца, я думаю, оно окажется для вас очень полезным. Сегодня у нас в гостях, как говорится, Любовь Ивановна. Любовь Ивановна, здравствуйте. Здравствуйте. Сколько вам лет? 68. Я помню, вы ко мне пришли с букетом возможных недугов, да? Что у вас было? Расскажите. У меня очень болела левая нога, был зажат седалищный нерв. В общем, я ее не могла согнуть, могла только согнуть до колена. Боль докуда уходила? Вот она по ходу седалищного нерва? По ходу седалищного уходила нерва. в стопу? Ну, практически, да, уходила в стопу, да. И боли были вот в стопе. Где-то после двух, даже, может, на 10-м занятии я почувствовала облегчение. Да, я еще не сказала, и мне поставили диагноз коксартроз. То есть я не могла долго сидеть на месте. Вам намекнули о том, что нужно уже готовиться к протезированию, то есть стоит задуматься об этом? Намекнули, что коксартроз не лечится, а нужно будет в дальнейшем готовиться к протезированию. Потому что я разговаривала со своими знакомыми, вот, которые лечились, и они говорили, что после того, как был установлен диагноз, еще некоторое время, может полгода, может год, может два, смотря как у кого по-разному развивается, они делали операцию. Любовь Ивановна, я знаю, что у вас до этого были проблемы еще и с поясницей, было много грыж, протрузий. Вы ездили специально к специалисту, да, к иголочнику в Одессу, он вам там это брал. То есть последнее время поясница не беспокоила, вот еще, я помню, вы пришли, у вас проблема была с суставом плечевым. Да, болели руки, особенно вот плечи, я не могла. Особенно какое плечо? Особенно... Правое, да? Больше болело? Да, особенно правое, и я не могла закинуть руки за голову, и я не могла Насколько вы поднять... поднимали ее? Вот, до какого уровня? Вот, параллельно полу. До такого уровня. И да. Постоянно такая ноющая хроническая вот да, боль. Постоянно ноющая боль, поколет то в одном там месте, то в другом. Даже во время сна? Во время сна, когда поворачиваюсь. Угу. Любовь Ивановна, можно вас сейчас попросить показать нашим зрителям объем движения в вашем левом тазобедренном суставе? Друзья, хочу сказать, что мы поработали в технике миофасциального релиза. Я покажу некоторые упражнения, которые мы делали. Буквально занятий 10-15. И наблюдалась очень хорошая выраженная динамика. Любовь Ивановна раньше не могла, вы помните, она говорила, закинуть ногу. Любовь Ивановна, покажите, как сейчас работает ваш левый тазобедренный сустав при коксартрозе и подготовке к протезированию. Раньше я его не могла только поддерживать руками и забросить выше колена. Что мы делали, чтобы добиться такого результата? Мы, естественно, работали с мышцами ног, потому что проблема любого сустава, в данном случае конкретно тазобедренного, это длительное спазмированное состояние мышц бедра, ягодичной области, поясницы. То есть мы работали при помощи массажных роллов и массажных мячей. Начинали прорабатывать всю и заднюю поверхностную линию, и переднюю, и боковые, и все, так скажем, анатомические поезда, которые, допустим, описывает Томас Майерс, да, в своей книге. Мы работали и с мышцами стопы. Мы работали с голенью. Любовь Ивановна, поначалу уже было больно, да, помните, как... Больно, я плакала. Любовь Ивановна меня просила сделать паузу после каждого движения. Отпустите меня, не мучайте. Да, но мы находили участки напряжения мышц, очень сильно, вот, где и были болевые ощущения, и область спазма, очень сильно квадрицепс бедра, вот особенно вот с боковой стороны. Он и сейчас еще не до конца отпущен, да, еще сейчас, когда мы катаемся, боль есть, но она не такого характера, как была раньше. Давайте еще раз посмотрим, как работает левый тазобедренный сустав. Очень проблемной зоной была область левой грушевидной мышцы. Она была просто вот напряженная и плотная, как камень. До нее нельзя было дотронуться. Естественно, что так Любовь Ивановна поначалу не могла делать. Насколько вы заходили? На секунду, на две. На 2. Максимум. И слазили от ощущения очень большой боли. Ну а сейчас, как вы видите, эта область
отпустила. И, собственно говоря, грушевидная мышца – это один из факторов, который может очень выраженную симптоматику давать в вопросе седалищного нерва, передавливая его и нарушая иннервацию, да, и вызывая болезненные ощущения по бедру. Поэтому, если у вас проблемы с областью тазобедренного сустава, обязательно работайте вот на таких вот массажных мячах в ягодичной области, да, исследуйте большую, малую ягодичную, грушевидную и осуществляйте качественный, ежедневный, регулярный самомассаж. И еще одной проблемной зоной была левая поясница, то есть область квадратной мышцы поясницы и подвздошно-поясничная. То есть Любовь Ивановна поначалу тоже испытывала здесь очень выраженную боль, очень выраженный дискомфорт. Сейчас вы видите выражение ее лица, да, при прокатывании, то есть она уже даже научилась получать такой, ну, как это называется, кайф, да, удовольствие немножко от прокатывания. Как щекотка. Еще одним моим помощником является тренажер DriveMass. На нем я обычно работаю, когда у людей выраженная болезненность в области поясницы и мышц, разгибающих позвоночник. Если вы помните, я уже говорил, что нужно комплексно работать со всем телом и оказывать воздействие по всей линии миофасциального меридиана. То есть речь идет о том, что если у вас проблема там, с ногой, с тазом, обязательно работайте с мышцами спины, ищите тоже там триггерные точки и переводите свои мышцы, разгибающие позвоночник, в естественное расслабленное состояние. Вот тренажер DriveMass очень хорошо для этого приспособлен, он оказывает такой плавающий классный эффект, мягкий. Ну, вот Любовь Ивановна уже, она опытный пользователь этого тренажера, она, вы видели уже по сколько раз Первый раз было 5. Больше не могла. Да, то есть первый раз мы не могли больше 5. Сейчас уже вы видите, что количество возрастает. В одном из следующих видео я покажу вам молодую девушку, 27 лет, которую я тягал вот на таких вот пледах на этом тренажере. То есть она пришла в таком состоянии, что она вообще не могла не то что 5 раз сделать, она не могла 1 раз сделать на этом тренажере. Кстати, ссылка на все тренажеры, которые я использую в своей работе, а также скидочные купоны и промокоды будут находиться в описании под этим видео. Поэтому, если для вас вопрос острый, больной, актуальный, рекомендую детально знакомиться с этой темой и самим себе начать эффективно помогать. Друзья, посмотрите, пожалуйста, какой сейчас наклон у Любовь Ивановны, да, какое состояние мышц. Любовь Ивановна, можете воспроизвести, как поначалу было? Как вот вы садились, когда вы только ко мне пришли? Ну, примерно хотя бы, да? То есть, во-первых, я не могла сесть вот так. Да, то есть не опускался таз на область пяток. Могла вот Настолько были спазмированы вот сильно мышцы. И вот так вот. Вот примерно вот такое положение, это было исходное. Любовь Ивановна, еще раз покажите, как вы сейчас можете уйти. Как сейчас? Да. Как сейчас? Вот сейчас Любовь Ивановна может сесть, полностью опустить таз на пятки, да, это говорит о лучшем состоянии мышц поясницы и мышц ног. И уйти вот в такой вот наклон. Очень хороший комплексный эффект дает работа на двойных массажных мячах Black Roll в сочетании с тренажером DriveMass. То есть если DriveMass оказывает более мягкое такое плавающее воздействие на позвоночник, так, волнообразное воздействие на все сегменты, да, то двойные мячи Black Roll оказывают очень точечное локальное воздействие. Любовь Ивановна катается сейчас на большом мяче, он на более большом расстоянии от остистых отростков позвоночника работает. Вот этот мяч работает еще ближе, и вот он самый такой глубокий, самый плотный, самый, можно назвать его, наверное, жестким. И к нему на самом деле нужно быть готовым. Если у вас выраженная проблема, то лучше сначала начинать с большего мяча, вот с этого, и с тренажера DriveMass, а потом уже переходить в комбинацию упражнений вместе вот с этим вот двойным массажным мячом. Ну, вот как вы видите, Любовь Ивановна сейчас легко достаточно катается на самом жестком двойном мяче Black Roll, да, что говорит о том, что мышцы вдоль позвоночника у нее находятся в хорошем состоянии. И здесь уже нету такого количества триггерных точек, которое было в начале. Примерно вот так я работал с руками. Вот если вы видите, то еще
Остался вот триггер вот здесь, в области бицепса, да. Мы его еще не до конца достали. Но, как говорится, мы над этим трудимся. И есть два пути, как вы помните, я говорил. Один быстрый, но через сильную боль, да. Либо помягче, но длительный. Мы с Любовью Ивановной выбираем третий путь. Ну, вот видите, в каком напряжении еще находится мышца. Это несмотря на то, что уже сустав очень хорошо отпустила. После того, как мы работали в миофасциальном релизе, мы всегда делали упражнения с палками, что позволило в короткий срок восстановить функцию плечевого сустава, так как сейчас вы увидите некоторые упражнения, которые мы делали. Я, кстати, запишу отдельно ролик, поэтому как-нибудь обязательно на своем канале, но пока просто в таком экспресс-варианте продемонстрируем, что мы делали. Покажите нашим зрителям, какие вы сейчас чудеса делаете вот с обычным черенком от лопаты, да? То есть посмотрите, какова сейчас динамика плечевых суставов. Смотрите и радуйтесь. Вот. Любовь Ивановна, которая не могла поднять руку, когда пришла с этим. То есть, опять же, вы, если внимательно присмотритесь, то вокруг плечевого сустава мышцы идут сюда, да, мышцы идут сюда, мышцы идут сюда. И работая вот со всей вот этой вот областью, с областью надплечья, да, грудной клетки, верха спины, работая с областью дельтовидной мышцы, бицепса, трицепса, разгружая их, возвращая их в естественное, расслабленное состояние, мы даем возможность суставу, который сжат этими мышцами здесь, либо здесь, вздохнуть, и организм в естественном режиме начинает очень хорошо самовосстанавливаться, обновляться. Любовь Ивановна, еще раз, сколько мы с вами поработали, прежде чем вот у нас появился такой стойкий, хороший, выраженный результат от начала? Ну, наверное, пару месяцев. Пару месяцев. Потом Да. мы делали Не перерыв. каждый день, Мы 2-3 работали раза в неделю. Да. Вот. 3 раза в неделю по 1,5 часа. Вот, друзья, такая вот интересная клиническая работа сейчас. Любовь Ивановна, вы видите, цветет и процветает. Давайте пожелаем ей удачи, успехов. А вас попрошу, если до вас тема живая и актуальна, можете задавать любые вопросы в комментарии под этим видео. Я расскажу какие-то нюансы, которые не успел проговорить в этом видео. Желаю всем крепкого здоровья. Обязательно подписывайтесь на канал, если вы еще не подписывались. Если для вас видео оказалось полезным и нужным, поставьте лайк и поделитесь со своими друзьями. Я хочу дополнить, что ни один физический труд не поможет так разработать и укрепить мышцы и помочь здоровью, как вот занятие с Черновым Сергеем. Спасибо за рекламу, за пиар. Друзья, всем пока, до новых встреч. Ждите следующих новых классных роликов, в которых я обязательно вам еще расскажу про своих пациентов. Я же врач по образованию, да, которым я стараюсь помочь в излечении от мышечных болей и миофасциальных дисфункций. До встречи.